9 марта. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, как вам ремонт? Куда? Ну, в дом пошла, Цыпа. Как тебе моя плитка? Красиво смотришься. Уже гости, уже прошлись. Спасибо, не оставили свои следы в истории. Ходят, ходят. Гадят тут. Порядки нам наводят. Ты тут расплавишься. Жарко. Дымка, жарко. И ты не в состоянии злезти. Петя, котячую ежу нельзя есть. А ну давай. Что? Выгнала нас мама всех на улицу. Сказала освобождать теплицу. Что вы тут вытворяете? Ну? Здравствуйте всем. Давно у нас не было видео. Не знаю, с чем это связано. Много всякого дерьма пришлось вычитать от граждан Украины. Поливают дерьмом и меня конкретно, и всю Беларусь, и всю страну, и всю нацию. Это все по мне неприемлемо. Я лично вам ничего плохого не сделала. И никак я повлиять на всю эту обстановку не могу. Ничего я изменить там не могу. Все, что я могу, я делаю. Я молюсь за вас, за нас и за мир во всем мире. Нельзя по действиям отдельных там личностей судить обо всей нации. Персик. По мне это неприемлемо. В любой ситуации надо оставаться человеком, понимающим, сочувствующим. Скорбим мы вместе с вами, молимся, сопереживаем, сочувствуем. Но ничего мы сделать не можем. Никак повлиять на эту ситуацию не можем. Мне до границы с Украиной 50 километров. Что вы думаете, было бы такое в моей стране, не дай бог, конечно, я бы всю Украину и всех ее жителей дерьмом поливала бы? Нет, конечно. Надо оставаться людьми. Я конкретно вам ничего плохого не сделала. Отписывайтесь. Это ваше дело, это ваше право. Я не виновата, что у меня мир, а у вас вот так. От меня это не зависит. Ну, а теперь что у нас? Живем, работаем, двигаемся. Были морозы, морозы прошли, сейчас уже вроде потеплело. На улице порядки наводим. Повыгоняла мама всех нас на улицу. И котов, и курей. Я пришла в курятник. Ставила вчера окно, а сегодня вот это забиваю, добиваю. Сколько есть этого. Сколько есть материала, столько буду там еще. Уже мало, в принципе, осталось. Стены добиваю, а сверху, не знаю, пока остается. Нечем тут доделывать все, что есть. И заказывать пока не будем, потому что уже ведутся работы в теплице. Уже и мама порядки там наводит. Персик. Некогда нам тут рассиживаться, цветы подрастают. Надо уже теплицу заселять, переселять, высаживать и жить дальше. Что мне, сидеть и плакать? Плачем, скорбим по всем, по погибшим, по этой обстановке, но вынуждены жить. Что нам делать остается? Мы тоже тут недалеко. И нам от этого нелегко. Персику одному хорошо. Отключили монетизацию на канале. Ну, я тут плакать тоже не собираюсь.
Изначально, когда я канал открывала, я никогда не ожидала, не рассчитывала на какие-то доходы, на какие-то просмотры, на публику, на все. Первые видео какие были. Зашла в кадр, поработала, вышла. Если бы не было просмотров, не было бы подписчиков так много, все равно я бы снимала бы и чисто для себя на память это все выкладывала в интернет, потому что много всего пропало. Полетел в Винчестер, и не все получилось. Много и фотографий дома, до ремонта, до заселения. До открытия канала мы уже год здесь жили, сажали огород. И знаете, ничего в моей жизни с отключением монетизации не поменяется. Как планировали здесь жить, так и будем жить. Развивать хозяйство, сажать огороды. Ну, просто еще больше придется работать, уделять внимание земле, такому ручному труду. Может, где-то меньше времени останется на съемку. Но все равно будем стараться хотя бы раз в неделю выпускать ролики, чтобы не теряться, вы не переживали. Будем показывать вам и персика, и котиков, и курочек, и всю нашу жизнь, чтобы вы не волновались. Ну что ты хочешь, желтый персичек. Будут видео выходить на ютубе, как прежде. Будем выкладывать на Дзен на случай отключения ютуба, потому что все еще непонятно, могут вырубить в любой момент. Я понимаю, что не все могут перейти на Дзен. Есть, наверное, такие. Смотрят и более пожилые люди. Может, кто-то не сможет настроить ни VPN, ни что-то другое. Оптимальное решение пока для нас всех это менять этот VPN на другие страны, потому что самое, что приятное при смене VPN, я заметила, это выходит нормальная, адекватная реклама на ютубе. Реклама продуктов, каких-то товаров, она нормальная, она не та, что последние пару месяцев пускается нам конкретно на Беларусь. Когда средь бела дня открываешь YouTube, у тебя там мат-перемат и про жопу с усами, но это, извините, это уже надоело. Это очень уважительная причина сменить VPN. Некоторые там рассуждали, что вот, мол, отключили, надо быть достойным и не подключать VPN, и с гордостью вот отказаться от YouTube. Да, может, это тоже правильно, это тоже имеет место быть, но для Беларуси была ужасная реклама. Вся вот эта политика, засирание мозга. Плакать тут не собираемся без монетизации. Запасами металлолома, сдам «Жигули», разберу где-то по частям. Бутылки надо стекло поздавать. Собираем мы бутылки по всем канавам, где что валяется стекло. Все мы складируем, там есть. Сложено возле дома. Буду сдавать, будем жить, я тут плакать не собираюсь. Картошка есть, курочки, слава богу, несутся. Запас зерна им есть уже, они вот на улице уже меньше кушать стали, потому что гребут, все едят подряд. Слава богу, пока не пропадаем, и думаю, в дальнейшем не пропадем. Жили и так скромно до этого, и экономили, и все. Все равно люди удивляются, откуда у вас деньги. Экономили мы до сих пор очень, как сказать, жестко. Минимально там на продукты, ну а одежда, все остальное. Зашли в секонд-хенд, купили по 15 рублей себе куртки на весну, на выход, и все счастливые мы с мамой. Ну, обувь там новую по 20 белорусских рублей купили, потому что у нас размер ноги 35-36, нам тяжело выбрать по полноте, по всему. Сажать огороды, все, что можно вырастить, нужно сажать, обрабатывать. На ремонт планирую доделывать, все, что осталось. Думаю, что уже все закуплено на ванну почти. Ну как, все основное в плане... Трубы, смесителей нету. Ну, трубы пластиковые, там переходники разные. Профиль там алюминиевый, есть остатки. Сколько смогу, столько сделаю. Бойлер куплен. Гидрофор уже давно куплен. Буду доделывать по мере возможности.
А там что-то глобальное такое. Будет видно, как цветы вырастим, продадим. Никогда на YouTube не рассчитывала как на доход, потому что это такое сомнительный такой доход, неустойчивый и неуверенный. Сегодня он есть, а завтра его нету, и каждый месяц непонятно, сколько заработаешь, сколько там выйдет, какие страны посмотрят, сколько насчитают, и сколько заберут. Основной доход моей жизни я вот на первое место ставлю это выращивание цветов на продажу, выращивание продуктов питания для себя. Будут излишки, будем продавать. Есть яиц излишки, надо будет объявление дать, продать. Мы не успеваем сами съедать. Даю бесплатно кому надо. Мама тут порядки пытается наводить после курей. Мусор, бумаги, где они это все нашли. Стеллаж поставили, здесь надо землю размешивать. Здесь земля накрыта, это уже под цветы. Все пойдет. Тут бардак нам устроили. И пыльное все, вот ящики. Пыль ужасно все. Пораскидывали. По стеллажам ползают, бегают везде. Выселять вас будем. Неси яичко, давай. Трактором катаемся, уже оттуда от мамы возим этот торф. Вот такой торф возим. Ну, на землю похож, но это торф верховой. Возим сюда на цветы, делаем горку, кучку запасы. Навоз тут есть на месте. Уже там у мамы навоз под картошку возили, потому что пора уже землей заниматься. Пора да не пора. У нас морозы были все это время. До 10 морозов доходило несколько ночей. А так 6-7 морозов. 10 было. По-разному. И на улицу особо не выйти. Выходили, куда деваться. То на улицу, то в теплицу. Вот такая весна. Что, Петя, работаете? Бригада выгребателей. Выгребают все. Пока нам некогда. Какие у нас тут сподвижки. Перевезли эти бревна, сложили там за дровником. Здесь осталось какие-то опилки. Какой-то мусор. Приезжал помощник, помог вот это вывести битый кирпич со старых печей из дома. И возили мы на дорогу. Ну что, дорогу перебегаешь, черный кот. Показывай дорогу. Сиреньку свою вчера пообрезала. Сухое все такое, мешающее, не знаю, поставляла. Поставляла вроде культурно, чтобы не перебивала ветки одна-одну. Много такого сухого, которое почек не пускало. Паук. Паук сидит, видно, нет? Солнышко низко, скоро стемнеет. Что за бойня? В песке, а потом ко мне. На кровать, на подушку. Вот моя магистраль. Вымачивали. Сейчас уже вымерзла, сухая земля. Нормальный проезд. А до мороза была здесь грязь и буксовала, еле выезжала. Потом машина перестала, от мамы трактором ездила. И, ну, замостили, но все, конечно, кирпича не хватит. Ну, как-то катается, трамбуется. Езжу машиной, трактором уже обсела. Сейчас пойдет влага. Еще оно обсядет, а здесь пока так. Но все равно терпимо, проезд есть. Темно. Терпимо пока. Я не жалуюсь. Под колеи шире раскладываю.
выбивается. Все коты на прогулку. На прогулку желтый вышел. Поправлять надо все. И выкладывали тут, и насыпали. Шифера битого много надо еще тоже. Вывозить, дорабатывать. Озеро наше. Не знаю, гуси пока у мамы там тусуются. И не знаем, куда их переселять. Рубить они пока худоваты, не хочется, пускай сказать. Сейчас весна, травы будет. Не знаю, может, разделим на 2 стада. Часть сюда, часть туда, чтобы меньше косить было. Все-таки они выедают, работают, стригут газон хорошо. Пусть пока отъедается. Одну продали на содержание, на развод людям. Ничего, в добрые руки пусть радует хозяев. Здесь пока перерыто все, и трактором, и после этих сажалок. Убирается бардак. Аккуратнее становится, чище. Кусты свои гербарии пообрезала, потому что много померзло после зимы. Сейчас они будут почки пускать, уже ниже кустики сами будут, а то высокие тут. И тень отсаживать надо. Здесь всякую рухлядь поубирали. Тут бревна лежали долго. Вот эти бревна сложили, шифер убрали, накрыли, поперекладывали, обвязали. Пусть пока хранятся, конечно, это уже дрова, но мало ли. Еще пока живое, здоровое. Время идет, времени все меньше становится, надо в теплице работать. Вот это все пока ждет нас. Теплица и огороды в первую очередь. Комары летают весело. Обрезал мне помощник, помог эту бедную несчастную грушу. Предлагал спилить вообще, но жалко, груши вкусные. Ну что вы все пришли, а? Что? Чего вы меня облепили? Вы ж не голодные. В домик пришли. Заселяться пришли, нету еще насеста. Этой зимой, вернее, этой ночью еще прохладненько будет. Пока вам мама теплицу разрешила. Еще пару дней дала вам добро. Не особо их тут и выпустишь, потому что летают эти, ну, какие-то, не знаю, шулики у нас называют. Такие летают, и им не проблема курицу подхватить и унести, порвать. Ходим кругами. Летал, так мы загнали их назад в сарай. Ой, птичка. Белка, ку-ку. Вот, кто вас напугал? Я же закрыла, чтобы никто сюда не шел. Все равно пришли. Что за собрание несанкционировано? И коты, и куры смешались все. Уже у нас темнеет. День подходит к концу. Сумбурный такой вышел ролик. Всего по чуть-чуть наснимали. Свою обстановку, свои новости, свой прогресс. Буду прощаться с вами. От всей души желаю вам душевного спокойствия, мира в стране, мира в душе и сочувствия к близким, понимания, терпения. Очень важно уметь смиряться перед всеми обстоятельствами, которые случаются в жизни. Спасибо всем за просмотр. Всего вам доброго.